Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Приветствую! В прямом эфире «Большой космос». Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Ракета «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» успешно стартовала с космодрома Байконур. Космический грузовик доставит на МКС в рамках 81-й миссии снабжения более 2,5 тонн груза. Через считанные минуты «Прогресс» должен пристыковаться к Международной космической станции. Наблюдаем за стыковкой в прямом эфире прямо сейчас. Ну что ж, есть стыковка, и мы видели это в прямом эфире. Космический грузовик стал частью МКС. «Прогресс», напомню, был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2-1А», получившей название «Донбасс», с изображениями флагов Донецкой и Луганской народных республик. Самые яркие моменты сегодняшнего старта в большом космосе. Программное заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Руководитель ракетно-космической отрасли выступил перед участниками конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом. Вот ключевые моменты программного заявления. Дмитрий
Рогозин особо отметил, что после 24 февраля 2022 года мы живем в другое время, в другой стране. Считаю, подчеркнул генеральный директор Роскосмоса, что все мы в нынешней ситуации должны занять гражданскую позицию, потому что сейчас для России наступил решающий момент. Советского Союза давно нет, но ожидания общества от деятельности ракетно-космической отрасли сохранились. От нас ждут, если не подвигов, то прорывов, свершений. За нами наблюдают и друзья, и недруги, но самое главное — наше общество, наш российский народ. У Роскосмоса широкая география деятельности. Мы создаем рабочие места практически по всей России. Есть отдельные проекты, которые притягивают к себе специалистов всей страны. Как пример, космодром «Восточный», где завершилась установка 15-го яруса кабель-заправочной башни на стартовом комплексе ракеты «Ангара». Осталось еще 2 яруса. В следующем году планируются автономные комплексные испытания, в декабре 2023 года первый пуск «Ангары». У нас, Роскосмоса, есть своя орбитальная группировка, навигация, связь, наблюдение, ретрансляция. Все это может быть использовано как инструмент в вооруженной борьбе. До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших вооруженных сил. Мы участвуем в кооперации по боевым ракетным средствам. Некоторые наши предприятия участвуют в создании комплексов «Кинжал» и «Искандер». Производятся элементы боевого управления и энергетики для широкого спектра ракетного вооружения, которое выпускается другими концернами и корпорациями. Фактически Роскосмос стал по большому счету частью наших вооруженных сил. Я верю в грандиозное будущее отечественной космонавтики. У нас определены цели, понятен инструментарий. Самое главное — быть убежденными в своей собственной правоте, подчеркнул Дмитрий Рогозин в своем программном заявлении. Они настоящие звезды отечественной космической науки. Результаты выборов академиков обнародованы на общем собрании РАН. Академическое сообщество страны пополнили генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, генеральный конструктор АКК «Энергия», дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. Также генеральной компании. Сейчас вы видите Олега Атькова, летчика-космонавта, Героя Советского Союза, доктора медицинских наук. И еще в этой славной компании Николай Тестоедов, генеральный директор информационных спутниковых систем имени Решетнева. Присоединяемся к поздравлениям. Вы смотрите «Большой космос». В высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной базы находятся сейчас Россия и Китай. О перспективах международного сотрудничества рассказал генеральный директор Роскосмоса, отметив, что страны совмещают свои лунные проекты и обмениваются профессиональной информацией. В будущем Москва и Пекин собираются развернуть на Южном полюсе полноценную лунную станцию, подчеркнул Дмитрий Рогозин. Приборы, необходимые для авиационной промышленности, начинает выпускать Ярославский радиозавод. Как отметил генеральный директор Роскосмоса, это естественный процесс. Космос в новых условиях, в условиях создания многоразовых систем, это создание межсредных аппаратов. Космоплан — это и самолет, и космический корабль. О готовности госкорпорации обучать и трудоустраивать молодежь из Донбасса и освобожденных районов Украины официально объявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. С этой целью планируется устроить дополнительный целевой набор в профильные вузы. Заявление прозвучало на церемонии обнародования первого отраслевого рейтинга вузов созвездия Роскосмоса в Центре авиации и космонавтика на ВДНХ. Технические вузы в Донецкой и Луганской народных республиках будут включены в научно-образовательный инновационный консорциум созвездия Роскосмоса, подчеркнул руководитель ракетно-космической отрасли. Павильон «Космос». Представители ведущих технических вузов страны. И одна цель – сделать все, чтобы в космонавтику будущего пришли работать лучшие. Созвездие Роскосмоса – это первый отраслевой рейтинг госкорпораций, куда вошли 18 образовательных учреждений России. Все они – лидеры по подготовке кадров для предприятий Роскосмоса, но теперь уже в новом статусе – опорных университетов для ракетно-космической отрасли. Молодежь будет приходить, причем талантливая молодежь, в нашу отрасль тогда, когда отрасль сможет им предоставить не только достойную заработную плату, не только какие-то возможности для карьерного роста, но чтобы для творческого человека самое главное – это прикоснуться к реальной работе.
Наш ТУСУР уже на протяжении практически 4 десятков лет занимается разработкой автоматизированных комплексов энергопреобразующей аппаратуры для космических аппаратов, обеспечивают адресную подготовку, собственно, специалистов высокого уровня на сегодняшний день. И, конечно, такой консорциум даст возможность нам усилить, углубить и готовить еще более высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов для ракетно-космической отрасли. Вузы, которые стали частью созвездия, получат активную дополнительную поддержку со стороны Роскосмоса. Им предоставят образцы ракетно-космической техники в целях обучения студентов, а самих студентов пригласят участвовать в отраслевых научно-исследовательских работах. Инженерным командам вузов обеспечат грантовую поддержку. Хотел бы поблагодарить Дмитрия Олеговича и госкорпорацию «Роскосмос» за включение нашего университета в число опорных вузов госкорпорации и пожелать нам всем удачи на этом космическом треке нашей деятельности. Что есть главная компетенция России как инженерной державы? Это умение создавать и производить сложные инженерные системы. И в данном случае мы очень приветствуем инициативу и уже реализованную инициативу Роскосмоса. Дело в том, что мы рассматриваем этот рейтинг как оценку нашего эффективного, я считаю, взаимодействия с нашими индустриальными партнерами, предприятиями Роскосмос. Это в первую очередь информационные спутниковые системы и Красмаш. Дмитрий Рогозин поздравил представителей вузов с новым статусом и рассказал о приоритетных направлениях работы госкорпорации. Мы надеемся, что пройдут все наземные испытания должным образом, и мы выйдем в конце сентября на запуск Луна-25, то есть спустя 46 лет после последней советской лунной миссии мы отправляем свой посадочный аппарат на Южный полюс Луны. Нам надо все, что раньше завозилось в страну, научиться делать самим. Это, конечно, колоссальные сложности и задачи, потому что нет такой страны, даже самой могучей, которая бы сама делала все, что ей необходимо. Впереди много работы, много новых проектов, но самое главное – найти среди студентов те таланты, которые будут заниматься космическими разработками будущего. Хорошо, что такой конкурс есть, вернее, такая организация созвездия Роскосмоса создана, потому что это не только мы, но и другие вузы, которые тоже работают на Роскосмос, и мы, может быть, больше с ними будем сотрудничать именно на ниве подготовки кадров, каких-то сетевых программ. Поэтому это хорошая тема. Возвращаемся на Байконур. За сегодняшним стартом космического грузовика «Прогресс» наблюдали специально приглашенные на космодром генеральным директором Роскосмоса школьники из Донбасса. О впечатлениях они рассказали нашему специальному корреспонденту Сергею Тюрину. Алина из Донбасса впервые видит ракету. Я ракету вообще представляла намного меньше. Прям вау. На Байконуре Алина вместе с группой школьников из ДНР. Сразу после прилета разворачивают флаг республики и отправляются на экскурсию по городу. У Алины журналистское задание – подготовить репортаж по итогам путешествия. Сейчас мы можем увидеть... Начинающий корреспондент уже уверенно держится в кадре. Вы не поверите, но именно в этой беседке Гагарин узнал то, что он будет первым космонавтом, который полетит в космос. Он открыл нам дверь в будущее. Но сейчас эта беседка также популярна, потому что сейчас сюда приходят люди, чтобы просто проникнуться атмосферой этой беседки и, в принципе, полюбоваться красотой природы. Это, наверное, классическое зрелище вывоза ракеты на стартовый стол. Здесь, на Байконуре, палящее солнце, несмотря на раннее утро, неторопливая платформа, внимательные сотрудники персонала, которые соблюдают каждый нюанс для того, чтобы ракета была выведена на стартовый стол согласно всему распорядку. За исключением одного, надпись «Донбасс» на ракете именно так будет называться транспортный грузовой корабль, который и полетит 3 июня к МКС.
«Донбасс» доставит на МКС 2500 тонн грузов. Топливо, вода, оборудование и материалы, а также студенческие микроспутники. Первый стартовый день школьники из Донбасса увидели вертикализацию ракеты «Союз-2». Юные гости космодрома с нетерпением ждут пуска, который готовят стартовики Роскосмоса. Именно здесь, на нижнем ярусе стартового сооружения, и начинается приведение к той самой сверхбыстрой схеме доставки транспортного грузового корабля на МКС. Ракету выставляют в азимут стрельбы, чтобы обеспечить точное выведение на орбиту. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Вопрос запуска пилотируемых космических кораблей на ракетах «Союз» с Восточного прорабатывает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦНКИ Руслан Мухамеджанов, доработка стартового комплекса на космодроме «Восточный» для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей выглядит вполне логично, и такие работы уже начались. Обеспечение гарантированного доступа в космос является приоритетной задачей Российской федеральной космической программы, напомнил Руслан Мухамеджанов. Испытания аппарата «Луна-25», которому предстоит стартовать к Южному полюсу Луны, завершаются в НПО имени Лавочкина. Специалисты провели большой объем наземных отработок с приборами, завершили их автономные испытания. Замечательная новость. Комментарий Павла Казмирчука – это главный конструктор проекта. И сейчас мы вошли в заключительную фазу наших испытаний наземных. Это комплексные испытания, в рамках которых проверяются режимы, близкие к штатному функционированию. Итак, напомним, Луна-25 станет первой с 1976 года отечественной межпланетной станцией, которая полетит к естественному спутнику Земли. Напомню, это 5-й по величине спутник в Солнечной системе, но определенно для человечества, пожалуй, самый значимый. Многолетние кропотливые работы по подготовке аппарата практически закончены. В научной программе проекта «Луна-25» задействовано более 30 организаций Роскосмоса. Отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября с космодрома «Восточный». Цель большого проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Около 180 миллиардов рублей составит суммарное финансирование многоспутниковой группировки «Сфера». Из этой суммы на ближайшие 3 года заложен 21 миллиард рублей. Такие данные приводит журнал «Русский космос». Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников. В частности, это 7 аппаратов «Экспресс», 4 «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника «Марафон» для интернета вещей. Стоимость абонентского оборудования «Марафона» в интервью газете «РУ» назвал директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Михаил Прохоров. По его словам, это около 1500 рублей. В техническом задании на спутниковую систему интернета вещей «Марафон», подчеркнул Прохоров, услуга по поиску людей определена как приоритетная. Также в сферу войдут 2 спутника связи «Ямал», 3 спутника ДЗЗ «Смотр», 84 спутника оптического наблюдения серии «Беркут» и 12 аппаратов радиолокационного наблюдения, тоже «Беркуты». Развертывание всех группировок планируется начать в 2025 году. Холдинг «Российские космические системы» объявил о создании цифровой платформы для управления высокотехнологичным производством, а на недавней стратегической сессии специалисты и руководители РКС профессионально обсудили перспективы космического приборостроения в новых условиях.
Комментарий Евгения Нестерова, заместителя генерального директора российских космических систем. Коллективы по разным видам аппаратуры, сервисов, технологий обменяются мнениями. Руководство поработает со своими коллективами. В общем, это такая коллаборация, которая выводит за рамки сегодняшних опытно-конструкторских работ и отвечает на те вызовы, которые ставит нам руководство. Амбициозные, важные для России задачи вывода многоспутниковых группировок. Так называемая работа с полки, то есть должна быть комплектация унифицированными решениями, унифицированными приборами разнородных космических аппаратов, разнородных космических систем, которые должны быстро решать задачу, выводиться и решать задачу на орбите. Мы, как прибористы, как приборный холдинг, должны эту комплектацию обеспечивать. Поэтому новые нетривиальные подходы, вплоть до того, что мы пересматриваем некоторые стандарты изготовления аппаратуры, если они не отвечают сегодняшним реалиям. То есть вот сегодня задача вывести разработчиков, работающих в действующих ГОСТах, в действующих нормативке, за периметр сегодняшних ограничений, чтобы они посмотрели шире на проблему. Сегодня маршруты создания космических приборов для орбитальных группировок, для космических аппаратов, у нас выстроены по импортонезависимой схеме. То есть даже если используется какой-то привлеченный компонент, то он может быть бесшовно заменен. То есть вот сегодня радикальность ситуации не стала для нас внутри радикальной. Мы к этому шли. Сказать, что мы там знали, что так будет, наверное, слишком пафосно и амбициозно. Вот. Мы просто хотели создать свой импортонезависимый маршрут по ряду причин, да, в том числе по экономическим. Мы загружали свои предприятия, свои опытно-конструкторские бюро. Мы уходили в интегральные решения, когда не из рассыпных покупных изделий собирали аппаратуру, а когда делали интегральные решения на современных микроэлектронных технологиях, современных приборных технологиях и выстраивали маршрут внутри холдинга. Возможность использования самозаживляющегося материала при производстве оболочки скафандров прорабатывают научное объединение «Звезда» и Центр Келдыша. В публикации журнала «Русский космос» отмечается, что данный материал создавался для использования в радиаторах системы охлаждения транспортно-энергетического модуля «Зевс». На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС. Ну а вот сейчас договорились с НПП «Звезда» по их использованию в скафандрах для космонавтов и в системах обеспечения пилотов-истребителей. Церемония вручения премии имени Марселя Гроссмана прошла в музее НПО имени Лавочкина при участии академика Рашида Сюняева, представителей КИРАН, администрации городского округа Химки, руководителей работников научно-производственного объединения. Престижные международные награды и выдающиеся результаты работы космической обсерватории «Спектр-РГ» были отмечены в прошлом, 2021, но из-за коронавируса очную церемонию удалось организовать только сегодня, приурочив торжество к 85-летию НПО имени Лавочкина. Космическую обсерваторию «Спектр-РГ», запущенную в 2019 году, называют одним из ярчайших примеров современных астрофизических инструментов для исследований Вселенной. Полученная карта рентгеновских источников еще десятилетия будет являться лучшей в мире. Уникальные данные составят основу сотен и тысяч будущих статей, утверждают специалисты, а возможно и внесут коррективы в фундаментальные основы астрофизики. Комментарий генерального конструктора НПО Лавочкина Александра Шершакова. В истории этой премии там есть лауреаты из России. В 2018 году Рашид Алиевич Сюняев как персоналий получил эту премию. И, в общем-то, наука астрофизическая, мне кажется, в России на очень хорошем уровне. Я могу судить по публикациям, которые проходят наши, это ведущие журналы, и я считаю, что уровень науки очень высокий. И премия Гроссмана – это просто, подтверждение этого факта.
Уникальный мобильный комплекс лучевой терапии предстоит разработать специалистам компании ИСС имени Решетнева совместно с учеными Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Мобильную установку для лечения онкозаболеваний информационной спутниковой системы совместно с Томским политехническим университетом и НПЦ «Полюс» разрабатывают с 2020 года. Специалисты Сеченовского университета организуют площадку для испытания оборудования и проведут рассмотрение проекта в медицинском профессиональном сообществе. Новый комплекс – исключительно отечественный продукт с широким спектром применения, и он должен стать дешевле имеющихся аналогов. Испытания предсерийных образцов запланированы на 2024 год. Комментирует Игорь Решетов, это доктор медицинских наук, академик РАН и заведующий кафедрой университета имени Сеченова. Это тоже научно-техническая коллаборация нескольких учреждений, потому что современное медицинское оборудование, оно по своей сложности конструкции сравнимо со сложнейшими устройствами, которые летают, которые, как говорится, плавают и так далее. И в связи с этим вполне ожидаемо и закономерно, что за создание такой высокотехнологичной медицинской техники возьмется учреждение корпорации «Роскосмос». Вы смотрите «Большой космос». Гость сегодняшней студии, главный эксперт сегодняшнего выпуска Евгений Кузнецов, венчурный инвестор, футуролог. Евгений, приветствую. Добрый день. Ну, собственно, давайте начинать. Глава Роскосмоса назвал дату старта Луны-25 осень текущего года. Совсем немного времени. По вашей оценке, принципиальное отличие современного лунного проекта от программ, многочисленных успешных программ советского времени? Главное различие, что раньше исследованием Луны занимались в основном в научных целях или в целях совершенствования тех или иных космических технологий. Но сейчас на Луну появились очень конкретные планы. Дело в том, что Луна играет одно из центральных мест в задаче создания новой инфраструктуры для освоения дальнего космоса. У этого сразу несколько элементов. Во-первых, для того, чтобы летать глубоко в Солнечную систему, а может быть и дальше, нам нужно иметь стабильный поток внеземных ресурсов. Даже то же самое топливо. Ну, безумие же возить топливо с Земли, таскать ракетами. Это огромное количество груза. Луна – отличный источник топлива. Там есть водород, кислород, вода. Все, что необходимо для того, чтобы делать достаточно хорошую, так скажем, космическую бензозаправку. Кроме этого, Луна – это источник довольно большого количества металлов, которых тоже можно использовать для создания конструкций, материалов и так далее. Ну и потенциально, может быть, в будущем, это пока все еще остается гипотезой, гелий-3, о котором говорят уже лет 50, который может стать очень мощным источником энергии. Тем не менее, даже без будущего в гелия-3 обычная вода – это очень ценный ресурс не только для орбитальных станций, для каких-то там космических отелей или чего там сейчас планируют строить. Это топливо, это очень хорошее топливо. Можно использовать его как воду в таких ионных плазменных движках, а можно использовать как кислородно-водородную пару, делая хороший химический двигатель, который уже хорошо изучен. Поэтому сейчас и китайцы, и американцы, и мы, надеюсь, приступаем к программе промышленного освоения Луны. Именно промышленного? Да, именно промышленного. Нам нужно научиться добывать на Луне множество минералов, которые там есть, добывать воду, кислород, строить там долговременные поселения, учиться там делать роботизированные шахты, роботизированные источники. И это очень большая исследовательская программа. Сейчас, собственно, все внимание приковано к тому, как добраться до лунной воды. Это даже самый простой путь. Там, последняя гипотеза, что это в самых глубоких кратерах или это на Южном полюсе. Но это надо найти, надо разведать, надо научиться эту воду добывать, потому что если мы научимся добывать лунную воду, то наше будущее по освоению Солнечной системы станет значительно более реальным. То есть мы сделаем очень сильный шаг в будущее. Поэтому я думаю, что, конечно, Луна – это такой первый шаг, и он такой не только для нас, но и для китайцев, для американцев, чтобы научиться долетать до Луны не по стоимости 10% ВВП, как было когда-то, а за какую-то сумму, которая, в общем, всегда есть в кармане там, у государства или у частных компаний и так далее. Потому что Луна должна быть для нас такой же привычной локацией, как, не знаю, там, Австралия там, или Антарктида, например. Каким вообще вам видится мировой космос, мировая космонавтика, ну, скажем, через полвека? Если вот смотреть на длинные такие инертные циклы, то мы все полагали, что в ближайшем десятилетии мы как раз-таки
опробуем вот эту новую экономичную модель освоения космоса за счет, прежде всего, удешевления стоимости доставки груза на орбиту, ну и за счет того, что мы начинаем использовать не какие-то супер уникальные технологические решения, а, скажем так, довольно массовые, промышленно отработанные. И, соответственно, можно там спутники делать тысячами, миссии делать десятками и так далее. Поэтому со следующего десятилетия можно, наверное, приступать уже к новому этапу, то есть начать создавать на орбите или на Луне крупные объекты поселения, как промышленные, так и, ну, скажем так, не развлекательные, но вот медицинские, например, и так далее. Как только мы завершаем этот этап, у нас открываются новые возможности к тому, чтобы перейти к космическому строительству. Под космическим строительством имеется в виду, что, например, для создания крупного орбитального объекта, промышленной жилой базы, используются не материалы, доставленные из Земли, ну, например, модули космической станции, а материалы, произведенные прямо на орбите, например, из лунного или астероидного металла. Если мы это отработаем в следующем десятилетии, то тогда, начиная уже с 50-х годов, можно будет приступать к очень крупным масштабным проектам освоения Солнечной системы, то есть создавать многосотенные поселения там, на орбите, на Луне, более или менее регулярно летать к Марсу, к астероидному поясу. Ну, то есть приступить уже к программам серьезного освоения. Евгений, спасибо огромное. Это был интереснейший рассказ. Это «Большой космос». Мы продолжаем. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе, уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Перспективы дальнейшего сотрудничества официально определили госкорпорация «Роскосмос» и благотворительный фонд «Юнити». Подробности у Юлии Дерябиной. Уже на протяжении нескольких лет госкорпорация «Роскосмос» совместно с фондом «Юнити» поддерживает детей с онкологическими заболеваниями. Идея совместных арт-проектов Роскосмоса и благотворительного фонда «Юнити» для детей с онкологическим диагнозом состоит в том, что маленькие художники со всего мира, столкнувшиеся со страшной болезнью, рисуя свои фантазии и погружаясь в мир космических путешествий, получают психологическую поддержку, которая так необходима им для выздоровления. Клиническими исследованиями доказано, что арт-терапия не только снижает уровень тревожности и страха, но и уменьшает их боль. В течение 5 лет мы работаем с госкорпорацией «Роскосмос», и мы осуществляем проекты по поддержке детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. И у нас есть добрая традиция, когда мы вместе с космонавтами, психологами и художниками приходим к деткам в больнице, и ребята рисуют свои мечты, которые позже отправляются в космос. И это имеет невероятную силу. И есть ребятки, которые уже выздоровели и уже даже забыли, что они болеют, потому что проект уже достаточно долго длится. И ребята верят, что они выздоровели благодаря космосу, потому что космос услышал эти мечты. На минувшей неделе состоялось подписание соглашения между фондом «Юнити» и госкорпорацией «Роскосмос» о дальнейшем сотрудничестве. Сегодня мы подписали соглашение с нашими добрыми друзьями из благотворительного фонда «Юнити». Это соглашение направлено на поддержку различного рода проектов. Эти проекты сосредоточены на различных формах поддержки онкологических больных. Прежде всего, это психологическая поддержка. И в будущем госкорпорация «Роскосмос» будет делать все необходимое, все, что в наших силах, для того, чтобы эти проекты успешно развивались, масштабировались не только на территории, в общем, присутствия самой госкорпорации, но и на территории присутствия предприятий отрасли.
Фестиваль детства и юности «Большая перемена» прошел 1 июня на ВДНХ. Конечно же, тема космоса оказалась одной из самых востребованных и интересных, что предсказуемо. Влад Миронов продолжит. Сложно представить более крутой первый день лета, чем тот, который мы со съемочной группой провели на фестивале «Большая перемена» на ВДНХ. На десятках тематических локаций от партнеров сотни активностей, и я, правда, попытался попробовать все. Поиграл в городки с юнармией, крутил педали и перерабатывал пластик в Росатоме, учился серфить в Артеке и даже попробовал себя в роли пожарного в зоне МЧС. А вместе со мной это делали более чем 8 тысяч участников со всей России. Но Роскосмос обошел всех как минимум масштабом. Зачем нам экспозона, когда есть целый павильон, согласны? Целый день юные гости павильона «Космос» участвовали в тематических экскурсиях, космических квестах и мастер-классах. А еще участников ждали по-настоящему звездные гости. Например, герой России, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. Ребята, увлеченные космическими технологиями, могли задать ему вопросы о полетах в космос, а еще получить автограф. А можно автограф коллегам с студии Роскосмоса? Очень просили. Да, конечно. Пока подписывайтесь, расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от сегодняшнего дня? На самом деле насыщенный день, очень много мероприятий. Даже в музее космонавтики сегодня провели мероприятия. Я надеюсь, дети будут довольны. Важно отметить, фестиваль — это не только развлекательный движ, но еще и мощнейшая образовательная программа. Лектории, встречи, мастер-классы с самыми топовыми спикерами. Ребята могли задать любой вопрос и получить на него развернутый ответ. Гостем мотивационной дискуссии фестиваля стал исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев. Он рассказал о создании новой российской орбитальной служебной станции и перспективных пилотируемых программах на Луну и Марс. Наверное, ближайшее после Луны направление — это будет направление в сторону Марса. Наверное, сначала спутники Марса, потом поверхность Марса. И это открывает дорогу дальше уже в межзвездное пространство. Те ребята, которые сегодня пришли, видно было, что многие из них достаточно интересуются темами, и они придут нам на смену. Ребята должны определиться, куда, что им интересно. Хочется с ними поделиться тем интересом и теми, может быть, мечтами, которые мы имели, когда приходили в космонавтику. Ну и для того, чтобы ребята продолжали образование и приходили нам на смену. А вот как раз про космическое образование и траекторию построения своего будущего в ракетно-космической отрасли подробно рассказал глава административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин во время своего выступления на лектории «Твой путь в космос». Вы вот, например, знали, что с 1 сентября в школах по всей России откроются космические классы. Школьники в качестве дополнительного образования будут изучать математику, физику, информатику на углубленном уровне, а также будут осваивать дисциплины по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации и механике космического полета. Просто вау! Наша задача, чтобы молодой человек, начиная знакомиться с Роскосмосом, имел возможность построить для себя понятную траекторию, что учить, куда пойти учиться, потом куда пойти работать, какую практику надо проходить, где почерпнуть знания, с кем поговорить из специалистов и у кого научиться практическим проектам. Да уж, возможностей у ребят целое громадье. Ну а пока можно и немного передохнуть. Лето же. Тем более мы ему такой старт на ВДНХ дали. Время обзора международных новостей в большом космосе. Приветствую в студии нашего постоянного ведущего этого замечательного раздела Александр Баулин, главный редактор экспертного медиа про космос. Саш, ты в эфире. Кратко, лаконично, выразительно. Давай. Здрасте, Николай. Минутка саморекламы. В прошлый раз мы рассказывали про эксперимент «Магнитная фабрикация», когда на орбите в идеальных условиях микрогравитации выращиваются кристаллы из белков, в данном случае белок ковида, чтобы хорошо изучить белок и научиться делать лекарства. Что-то мне подсказывает, проблемы образовались из-за западных партнеров. Да, вы удивительно догадливы. Белок планировалось, была предварительно договоренность, что белок потом изучают французские партнеры, но из текущих событий французские партнеры отказались от научного сотрудничества, и теперь коллаборация российских ученых должна искать новое место, где можно проверить. По идее, этот кристалл должен быть лучше, чем те, что на Земле, но вот надо выяснить. Найдут. Подробнее об этом на нашем канале в интервью Юсуфа Хасуани. Спасибо. Значит, если не мы, то китайцы. Это небо. Но... Не просто небо.
это не звезды, это на длинной выдержке спутники Starlink видны. Их уже около 2000, поэтому они попадают там практически в любой длинный кадр, если вы находитесь там в средних широтах. И китайцы возмущенные жители Поднебесной будут с ними бороться. Ну, мы выяснили, что это технология двойного назначения, она может применяться... Старлинковские ты имеешь в виду? Старлинковские спутники, да. Спасибо. И, соответственно, китайцы задумались о том, как их уничтожать в случае необходимости, и будут принимать меры. Это мы переходим к хорошим новостям. Да. В прошлый раз мы выяснили, что НАСА отложила выходы в открытый космос из-за того, что у них неисправны скафандры. Протечка была. НАСА заключила контракт с Axiom и Collins Aerospace, чтобы делать новые скафандры, которые будут применяться в лунной миссии, а еще они надеются их успеть применять на МКС. Ну, оптимисты, конечно, потому что времени у них не так много. Блажен, кто верует, скафандр у него крепкий и прочный. Традиционный обзор объекты Вселенной. Саш, спасибо огромное, как всегда интересно. Продолжит Большой космос. Обзор от Николая Вдовина. Смотрим. Колдуэлла 69. Туманность, жук или бабочка. Имеет одну из самых сложных структур среди известных биполярных туманностей. Хотя точные причины образования подобных структур неизвестны, возможно, они связаны с физическим процессом, называемым биполярным истечением, при котором звезда выбрасывает струи с высокой энергией по направлению к обоим полюсам. Одна из теорий утверждает, что такие струи сталкиваются с окружающим звезду веществом, в результате чего образуются куполообразные структуры в областях столкновения. Температура разрывающейся звезды, которая находится в самом центре туманности и скрыта от глаз наблюдателя плотным тором из пыли, 250 тысяч градусов Цельсия, что в 50 раз выше, чем наше Солнце. Первая зарисовка туманности была опубликована Эдвардом Барнардом в 1906 году. Протяженность крыльев этой умирающей бабочки 3 световых года. Туманность имеет сложную интересную структуру, в которой был обнаружен молекулярный водород. Жук удален от нас на 4000 световых лет. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. До встречи на информационных орбитах. Пока. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык, держать обещания, работать в команде, учиться вечному и учить новому, ценить моменты, когда мы вместе – уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Помнишь свой сон? Ты рассказывала, что хочешь увидеть другие планеты. Посмотри вокруг. Все, что ты видишь здесь, тоже раньше кому-то казалось невозможным. Но все возможно. Вот, смотри, самолетик. Возьми. А теперь загадай желание и запусти. И оно обязательно исполнится. И помни, где бы ты ни оказалась, мы в тебя верим. Нет ничего невозможного. Мечтай. У тебя все получится.